того, чтобы потолок можно было красить, нужно обои и все, что было на потолке, размыть водичкой, шпателем зачистить потолок. Вот так вот защищаем потолок, чтобы не было никаких бумажек, никаких, еще не свисало у нас. То есть подготавливаем потолок по краске. Сейчас потолок уже высох. Вот, и сдираем оставшиеся части от обоев. Вот остались. Сейчас сделать надо сделать так, чтобы не было видно. Также вот стена тут неровная идет, нужно ее зашпатлевать. Все неровности зашпатлевываем. И очень большие зазоры и большие неровности. Вот по уровню нужно выровнять потолок, чтобы он был ровный. Потом уже можно красить. Перед тем как наносить на потолок, равнять я буду шпатлевка. Это обычная шпатлевка. Финишная, влагостойкая. Для внутренних работ. Способ ее приготовления простый. Нужно залить чистую тару и перемешать суміш 2-3 хвилини, и потом можно пользоваться. Обмазываю потолок грунтовочкой. Теперь уже все обмазал. Ждем, пока высохнет. Шпатлевка в результате перемешивания должна быть как сметана. Не жидкая, не твердая, чтобы она легко у нас контактировала со стеной при посадке. Вот мы хорошо перемешали. И желательно, если есть дрели, специальная такая штука для перемешивания, можно ее использовать, но у меня ее нету, я вручную перемешиваю. Вот я более-менее подровнял потолок. Ждем сутки и начинаем покраску. Так, далее перед покраской нам нужно зачистить нашу шпатлевку, которую мы нанесли. То есть так, чтобы не было никаких ссадин, мятин. Очищаем либо шпателем, либо наждачкой, а можно совместить и то, и другое. Ну, так я сделал. Перфоратор, наждачка. Вот, и перфоратором можно зачистить все какие-то изъяны. Потолок уже стал более-менее гладкий и готов уже к покраске. Начинаем покраску, берем валик, вот наша краска, и валиком аккуратно все закрашиваем. Я уже один слой сделал, надо минимум 2 слоя делать, можно лучше 3, чтобы не было видно темных пятен. Ну, краска обычная белая, Дастин Тастель.